Рыбы нет, но хоть красиво. Пасть открой. Гоняю бобра. Ух ты, как хорошо плесканулся. Ха-ха, вот такая щукастая. Красота. Так и не сломать весла. Вот где шест бы понадобился. 2 ночи я проведу вот в таком небольшом коттедже. Забуриться на верхнюю полку сауны. Там можно подбросить. Вот так вот. Игорь, где рыба? Так, где-то здесь должны были оставить мне ключи. Так. Ну вот. Прям меня здесь, мою фотографию сделали, типа... Игорь, где рыба? Это для тебя здесь ключи спрятали. Так, смотрю. Да. Игорь, welcome. Все. Теперь вперед в коттедж. Ну что, 2 ночи я проведу вот в таком небольшом коттедже. Он расположен на такой вот маленькой речке. Какая красота. И эта речка выходит вот в ту сторону направо. Там видно, открывается такое озеро. Оно небольшое. Оно как один большой такой жабовник, который летом зарастает. Но сейчас в мае, мне кажется, там должно что-то происходить хорошее с рыбалкой. Значит, собственно, поэтому из-за того, что это озеро не такое большое, я и не буду ловить на лодке, вот, которая у меня на прицепе. Я ее забрал. Парни сегодня выехали из коттеджа, приезжали на неделю на рыбалку, вдвоем брали лодку. Вот, я ее забрал, и у меня несколько дней свободных, соответственно, я вот в такой коттедж в таком коттедже решил остановиться и отловиться. Да, ловить я буду на резиновой своей небольшой лодке «Красный дьяволенок», на котором прошлой рыбалкой я там забыл весла. Весла у меня сейчас есть. Вот, и подсак я возьму обязательно. Вот, поэтому буду отлавливаться на нем. И вторая причина, я как бы и выбрал это место, потому что помнишь, здесь один такой сплошной жабовник. Я не буду сейчас показывать, что тут с коттеджем, что он из себя представляет. Буду собирать быстренько лодку, спускать, чтобы устроить себе вечернюю рыбалку. А коттедж и все остальное там, ну, по ходу видео покажу. В сборке резиновой лодки, я как понимаю, самое такое трудоемкое и время затратное — это возиться вот с этим полом. То есть его надо вот аккуратненько вставить, площадка за площадкой. Потом здесь вот по бокам ставятся такие укрепляющие, не знаю как их, рейлинги. Сейчас покажу. Ну вот они так выглядят. И вот ставятся вот здесь вот по бокам, чтобы пол не поднимался, то есть чтобы это такое было, ну, реально плоское ровное дно. Вот, но все бы ничего, но такое муторное, трудозатратное, там собирать, разбирать, особенно если рыбалка, ну вот как у меня такая исследовательская, приезжаешь, тратишь там минут 40, наверное, да, там поднял, притащил, развернул, с этим полом возишься, ногти эти срываешь, там подстригаешь. Вот, я видел, по-моему, питерская какая-то фирма, что-то Винбоут, что ли, называются они, делают рибы, складные рибы, то есть причем с плоским дном. Там тоже размер лодки где-то 3,70. Тут при случае хочу как-нибудь, возможно, купить такую лодку и посмотреть, потому что я думаю, плюс у такой лодки, что просто ее, ну, она в 3 раза складывается. Разложил, надул эти 4 баллона, все, лодка готова. И второй момент, она риб.
То есть там десятку, если поставить на 3,70, это будет ракета. Но опять же, надо это покупать, экспериментировать, насколько ставится спереди вот эта утка, куда передний мотор можно прикрепить, насколько это будет потом складываться. Но вообще я вот как бы, да, уже, наверное, год так ломаю голову, вернее, не ломаю голову, а присматриваюсь к этой лодке, может быть, как-нибудь при случае ее прикуплю и посмотрю, что за лодка. Пишите, кстати, если у кого-то есть такой складной рип, вообще какой-нибудь отзыв по нему дайте. Красота! Лодка готова. Заняло где-то минуточек 25-30. Здесь он, кстати, вон рыба играет. Ну, как рыба, малек. Малек здесь играет. Пока я собирал, что-то даже плескалось. Небольшой. Я думаю, там может быть какие-нибудь мелкие окушки. Вообще этот коттедж мы в аренду сдаем уже лет 15, наверное. Вот, и здесь водятся угри. Такие, как это, змееголовые, змееподобные рыбы. Вон там он, малек, разошелся совсем. Вот, поэтому здесь такие места интересные. Но, опять же, оно такое специфичное, то что здесь мелко, трава вырастает очень сильно летом. И это не такие просторы, как Сайма, где можно бороздить там и искать рыбу. Но в целом рыбалка здесь хорошая. Ну, сейчас я попробую посмотреть, что здесь происходит во второй половине мая. Так, подсоединяю мотор. Мотор вниз. Все, вперед. Сейчас буду выходить из этой протоки, речки. Если течение в ту сторону, то это вообще супер. Это звук он подал, что нашел спутники, и он готов в случае чего вставать на якорь и держать меня на одной точке. Двигаюсь по речке и отбрасываю. Стараюсь поближе к тростничку. Не всегда получается, как сейчас. Но иду так вот медленно, двигаюсь и делаю забросы. Пока ничего. Только большие комары такие летают. Вот такие огроменные такие. Такой сядет и укусит, то надо будет спасаться. Ух ты! Она меня напугала. Хотя я думаю, это я ее напугал. Да, вот так вот один бродишь, а вон там еще утка. О, бедолага полетела. Полетела. Так, у меня минола там на дно, наверное, опустилась. Дикие места. Ух ты. Атакует. Атакует третий раз щука. Атакует третий раз щука. Ну, где тут покус? Да, вот. Вот от зубов следы есть. Третий раз здесь атакует никак. То ли мелкая щука, то ли... Сейчас. Ну, что тут у нас мотор-то? С ума сошел, что ли? Крутанул меня, как бывает. Так, давай остановись-ка. Ты всю рыбу распугаешь. Сейчас попробую здесь все-таки позависать, хотя я и так здесь завис так минут уже 10, наверное, здесь и джерк покидал, и минол. Кошмар какой-то. Какой кошмар. Мелкая щука первая, и то отцепилась. Приманку уже обдолбили. Вон, вон. Вон вся. Была новая приманка. Сегодня в магазин пока ехал, купил. Бьют. Но вот эта первая догнала. То есть, но это все мелкое. Мелкое, мелкое. То есть я уже тут ползаю часа, наверное, 2,5. Это все не то. Нужна крупная, большая щука. Ладно, продолжаю. По крайней мере, прошелся, наверное, половина этого водоема прошел. И нашел какие-то точки, где были такие активные поклевки. То есть завтра уже будет весь день, и можно
будет, ну, по этим точкам быстро пройти и какие-то новые искать. А вон бобер плывет. Вон выдра какая-то. Бобрик, давай-ка мы тебя догоним. Догоняю бобра. Ух ты, как хорошо плесканулся. Испугался. Вечерняя рыбалка сегодня разочарование. Щука только обдолбила новую раполовскую миноу. Со всех сторон ее покоцала. Вот, ну ладно, сейчас в сауну. Ужинать время уже 10 час. Ну а завтра посмотрю. Завтра вроде должна быть погода солнечная. Сегодня вот сколько уже, часа 2 зарядил дождь. Такой поклевки были. Там даже непонятно, крупная щука. Мне кажется, это все мелочь пузатая долбала. Хотя обкоцали большую миноу. Рыбу не поймал, но зато приготовил себе фиш-бургер с лососем. Сейчас заточу и в сауну греться. После рыбалки, пусть даже и совсем пустой, там только какие-то глупые щуки обголодали этот миноу раполовский. Но в любом случае, прийти в коттедж, заточить хороший такой бургер с лососем, фиш-бургер, ну это же рыбалка, а потом забуриться на верхнюю полку сауны, сидеть, греться и наслаждаться, слушать, как горят и потрескивают поленья в печке. Это вообще, это супер. Там можно подбросить вот так вот. Так, сейчас докатится. О, пошло. Игорь, где рыба? 9 утра. Пошел проверять точки, где вчера щука обгладывала мне миноу. С утра солнце. Есть небольшой ветерок, периодически накатывает. Но в любом случае погода получше. Вчера накрыл дождь. Я 2 часа уже таким подморосящим дождем завершал рыбалку. И весь ночь тоже был дождик. Посмотрю сейчас, как под солнышком щука будет реагировать. Потому что вчера, ну, прихватов миноу было много. То есть миноу реально раздолбали. Красивые места здесь такие. Мелочь пузатая. Мелочь. Даже не пузатая, а мелочь тощая. Да. Давай, на выход. Не идет как-то клев. Не идет. То есть прошелся по всем местам, которые вечером там клевала, оббивала щуку. Это миноу. Ничего. Ну, дальше двигаюсь, кидаю. Такая не просто рабочая, трудовая рабочая такая рыбалка. Ну, что делать? По каналам и рекам Финляндии. Главное, чтобы там был проход. Красивые места. Сейчас буду пробираться под этим мостиком. Красота. Рыбы нет, но хоть красиво. Прежде чем под мостиком там пробираться, хочу посмотреть, а можно ли вообще по этой речке дальше. О, там что-то типа порогов. Боюсь, что не удастся мне здесь пробраться. Да, вон там пороги такие. Сейчас подойду. Надо будет вверх подниматься еще. А там тоже такие камни были, неудобный участок. Так, у меня, похоже, не рыболовный поход, а поход, как это, сплавы на байдарках. Вот, да, здесь уже нереально. Это нереально.
Теперь иду вверх по течению. По течению плыть было гораздо легче. Да. Здесь не застрять, главное, среди камней. Прорвался вон отсюда. Все, на большую воду опять искать щуку, которая сегодня, но никак не хочет проявить себя. Да сколько же это можно? Она же повисла. Причем повисла, а крючок даже не открылся. Она висела, пока я камеру включал. Да, но у меня рыбалка еще та. Я бросаю. Сейчас решил забраться в такие заводи, которые спокойные. То есть везде раздувает. Погода, то солнце, то тучи, то ветер, он то стихает, то снова. То есть кидаю, где-то мино провожу, в самый последний момент выпрыгивает за ней там щука. Решил поставить офсетник вот этот вот. Все, на нем повисло, причем там повисло хорошо, я думаю, ну, наверное, здоровый, если такой офсетник взял. Пока камеру включаю, отцепляюсь, это мелкая, я не знаю, как она уцепила зубами, потому что крючок даже не открылся. Ладно, продолжаю, упираюсь. Упоротая рыбалка такая получается. Так, что это такое-то? Да что ж такое-то? Ну, такие селедки. Это рекорд. Это рекорд. Это рекорд. Ну, красава, мне кажется. Тебе надо лет 15, чтобы превратиться в то, что мне нужно сегодня. Ужас. Ужас. Ну что, пришло время показать коттедж. Значит, вот я иду к коттеджу. Там типа гриля, можно сразу на него взглянуть. Если с детьми качели. Такая небольшая песочница. Сейчас посмотрю, здесь открыто. Да, открыто. То есть, ну, такое помещение, где можно делать гриль. Так. Стол. Вот так вот со стороны выглядит коттедж. Как я сказал, он находится на реке. И вот эта река, она выходит в небольшое озеро. Так. Теперь в сам коттедж. Так, захожу в коттедж. Здесь я аккумуляторы заряжаю. Так. Ну, вот небольшая такая, не знаю, зона отдыха, что ли. Вот она так вот выглядит. Диванчик, кресло, телевизор. Дальше разворачиваюсь. Ну, вот и здесь же из зоны этой отдыха вход в первую спальню. Тут две раздвижных кровати вместе стоят. Такой вот шкаф. Игорь, где рыба. Вот такая просторная спальня. Дальше камин, кресло. Здесь типа столовая, обеденный стол. И вход во вторую спальню. Здесь уже кровати по сторонам. Такой вот шкаф здесь. Двигаюсь дальше. Снова Игорь, где рыба. Так, как я сказал, обеденный стол. И небольшая кухня, на которой я сейчас, пока там так раздуло, все равно не до рыбалки, буду готовить все лохи кейта и суп из лосося. Да я же на рыбалку приехал. Значит, и блюда рыбные. Так, сюда вход, туалет. Такой вот туалет небольшой. И через него, ага, вот душ. Душ. И тут же можно попасть в сауну. Сауна дровяная. Сауна хорошая. И здесь же есть выход прямо напрямую из сауны.
на террасу. Вот, ну вот такой вид открывается, если из коттеджа выйти. Вот, наверное, про коттедж все. Коттедж, нет, не все. Там еще есть лофт. Сейчас на лофт заползу, на лофт. Вон там наверху лофт. Сейчас покажу, что наверху. По такой крутой лестнице. Так, и вот 2 кровати на лофте. Коттедж такой семейный. Я думаю, идеально, если там дети и одна семья. Ну, либо рыбаки, хотя там написано no smoking. Рыбаки, которые не курят. Все, по коттеджу я уже на веслах. Вот. Передний мотор поднял. Пытаюсь залезть в какие-то тут вообще мелководные такие заводи. Может быть, здесь где-нибудь щука стоит. Куда-нибудь сюда побросаю. Ну, вообще жесть, конечно. Бесклёвье. Безумное бесклёвье. Есть. Либо зацеп, либо это рыба. Ну, покажись. Была хороший удар. Я уже на веслах залажу. И рыба. Ух ты. Рыба. Наконец-то. О, щукастая. Я уже на веслах залажу. Вот в такие заводи он мотор поднял. Спасибо тебе. Труд рыбака вознаграждается терпением и упорством. Не такая гигантская. Так, нужен подсак. Для тебя нужен подсак. Нужен обязательно подсак, который я не люблю брать. Но ты создана для подсака. Так, иди сюда. О, хорошо. Слушайте, ну я забираюсь вообще в такие заводи, где только на веслах. То есть устал, реально устал. Вот. Ладно, сейчас отцеплять буду ее и покажусь. Вот такая вот рыбеха. Слушай, ну гонялся я за вами, Это вообще упоротый труд рыбака такой. Но, по крайней мере, это все вознаградилось. Давай, иди, гуляй. Гуляй. Аккуратно. Вымотала меня эта щука за 3 дня. Хотя вот я 2 ночи провел в коттедже. Но, конечно, это, да, трудовая рыбалка. Значит, я сегодня не удержался. И перед выездом коттеджа, то есть договорился, что часа в 4 выйду из коттеджа. В любом случае вышел, решил зайти вот в эти мелководные заводи, то, что вот где щуку хоть какого-то более-менее нормального размера поймал. Дальше опять какой-то мертвяк полный, мертвый сезон. Вот, солнце, ветер, там тучи, ветер стихает, снова начинается. То есть вообще непонятно, что происходит. Такое ощущение, что щука забралась глубоко туда в тростник. Значит, ну и сейчас уже поставил... Ветер опять, порывы такие. Я думаю, тут не слышно ничего. Сейчас жду, пока он пройдет. Вот и я уже поставил спиннербейт, кидаю прямо вот какую-то вот прямо у берега в эту траву, то есть на нее наматывается. Ну, по крайней мере, вот такую небольшую щучку поймал. То есть это все, конечно, небольшое, но по крайней мере хотя бы что-то. Вот, буду сворачивать свою рыбалку, пойду выезжать из коттеджа, отдавать ключи. Пасть открой. Пасть открой. Ты смотри какая. Давай сама отцепишься, может быть. Пасть открой и отцепишься. Открой пасть, и крючок выпадет. Но. О, молодец! Вот таким образом можно натренировать щуку на безопасное отпускание как для самой щуки, так и для рыбака. На этом у меня все. Классного отдыха в Финляндии, удачной рыбалки, ни хвоста, ни чешуи.
натянутые лески. Кому что нравится. А Игорь, наш человек на местах. Финляндия, Дон знает каждый причал. Учитель, наставник, гуру, забрался с ним любая рыба. Точно попал. Игорь, где рыба?